Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами разберем тему, которая волнует каждого украинца. Тема евроинтеграция Украины. Почему мы, украинцы, до сих пор не в Евросоюзе? Что мешает нам стать частью европейской семьи? И кто на самом деле движет нашу страну к европейским ценностям? Как юрист я привык разбирать сложные вопросы по полочкам, и сегодня мы поговорим о том, почему национализм тормозит наш путь в Европу. Как он, как ни странно, толкает или пытается толкнуть русскоговорящих украинцев в Россию. И почему эти самые русскоговорящие граждане Украины не являются пророссийскими, а являются фактически наследниками древней Великой Болгарии, первого христианского государства на нашей украинской земле. Это будет насыщенная информация, так что вперед. Вернемся в 2013-2014 годы. Помните Евромайдан? Это был момент, когда украинцы от Львова до Харькова, от Киева до Одессы вышли на улицу, чтобы сказать: мы хотим в Европу. Пророссийский президент Янукович пытался втянуть Украину обратно в орбиту Москвы, но народ сбросил его, показав, что мы выбираем европейские ценности: свободу, справедливость, верховенство закона. Я тогда, как и многие из вас, смотрел на Майдан с надеждой. Люди, говорящие на украинском, русском, венгерском, румынском, объединились ради одной цели – европейского будущего Украины. Это был момент единства, момент, когда мы, граждане Украины, почувствовали себя единой нацией. Но знаете, что я заметил как юрист? Любое великое движение – это не только триумф, но и испытание. Евромайдан дал нам шанс, но после него начались проблемы. И главное из них не внешнее, а внутреннее. Националистическая идеология, которая начала набирать силу. Сегодня я хочу объяснить, почему именно она мешает нам идти в Европу, как она отталкивает русскоговорящих граждан и как мы можем вернуть единство, признав уникальную идентичность русскоговорящих украинцев. Представьте Европейский Союз. Это сообщество, где, например, Бельгия уживается с 3 официальными языками, где в Швейцарии никто не заставляет немцев говорить на французском, где каталонцы в Испании сохраняют свою культуру. Европа – это про толерантность, уважение к разнообразию, равенство всех граждан. А теперь посмотрим на Украину. У нас есть политические силы, которые кричат: мы за Европу, но их действия говорят об обратном. Возьмем партию Петра Порошенко – Европейская солидарность. Название звучит красиво, правда?
Но их лозунг «Армия, мова, вера», армия, язык, вера, это не про Европу, это про этноцентризм. Он говорит, что Украина только для украиноязычных, только для православных, только для тех, кто разделяет их милитаристскую риторику. А как же русскоговорящие украинцы? А как же венгры на Закарпатье, румыны в Черновцах, поляки во Львове? Разве они не часть нашей страны? Как юрист я скажу, такая политика нарушает базовые принципы ЕС. В Европе права меньшинств – это святое. Когда Венгрия или Румыния критикуют украинские языковые законы, они не просто капризничают, они указывают на реальный барьер. Если мы хотим в Европу, мы не можем строить монокультурное государство. Это противоречит всему, за что стоит Евросоюз. И самое печальное, эта риторика раскалывает нас самих. Вместо того, чтобы объединить страну вокруг идеи модернизации, мы спорим, кто правильный украинец, а кто нет. Это не дорога в Брюссель, друзья. Это дорога в никуда. Теперь давайте поговорим о тех, кто делает этот раскол еще глубже. О партии «Свобода» и ее одиозной представительнице Ирине Фарион. Если европейская солидарность маскирует национализм под европейскими лозунгами, то «Свобода» даже не пытается притворяться. Эта партия открыто выступает за этническую чистоту и тотальную украинизацию. А Ирина Фарион – это их рупор, человек, чьи слова буквально поджигают мосты между украинцами. Надеюсь, вы слушали ее выступление. Она называет русскоговорящих украинцев врагами нации, требует, чтобы все говорили только на украинском, и даже унижает детей за то, что они говорят на русском. Я как юрист скажу, это не просто провокация, это дискриминация, это нарушение прав человека, которые Европа ставит во главу угла. Но главное, такие люди, как Фарион, вредят нашему имиджу. Представьте, что в Брюсселе смотрят ее выступление. Какой вывод они сделают? Что Украина – это страна, где притесняют меньшинства, где нет места разнообразию, где нет места инклюзивности. Это не тот образ, который нужен для вступления Украины в ЕС. Свобода и Фарион – это не просто внутренний вызов, это угроза нашему украинскому европейскому будущему. И вот мы подходим к главному. Кто же тогда тянет Украину в Европу? Я убежден, что это не украино-этноцентрические граждане. И в первую очередь русскоговорящие украинцы. Да, вы не ослышались. Именно русскоязычные регионы – Харьков, Одесса, Днепр, Киев – показывают, что евроинтеграция возможна и нужна. Почему я так считаю? Потому что эти люди мыслят прагматично.
Они не зациклены на спорах о языке или этничности. Они хотят того же, что и Европа: сильную экономику, честные суды, возможность путешествовать без виз, работать на европейских рынках. И самое важное, они выступают за инклюзивную Украину, где язык не делит людей на своих и чужих. Вспомните Одессу. Этот город как маленький Евросоюз. Здесь говорят на русском, украинском, иногда на идише или греческом. И никто не делает из этого проблему. Одесситы поддерживали Евромайдан, потому что видели в Европе шанс для развития, для сохранения своего космополитического духа. Или Харьков, город, который, несмотря на близость к России, сказал «нет» сепаратизму и «да» европейскому пути. Но есть еще одна важная вещь, о которой мы часто забываем. Русскоговорящие украинцы – это не пророссийские или русифицированные украинцы, как их иногда называют националисты. У них есть основания видеть себя иначе, как потомков граждан Великой Болгарии, первого христианского государства на территории современной Украины. В VII веке Великая Болгария, основанная Кубратом и Арганой, простиралась на земли, включая юг Украины, Крым, Поднепровье, Дон и Кубань. Это было мощное государство, которое приняло христианство ранее, чем Русь, и оставило глубокий след в нашей украинской истории. Русскоговорящие украинцы, особенно на юге и востоке, могут гордиться этой древней идентичностью, которая связывает их не с Москвой, а с европейской цивилизацией. Это историческая память – мощный аргумент против тех, кто пытается навесить на них ярлык чужаков. Как юрист, я вижу в этом силу. Русскоговорящие украинцы – это не пятая колонна. Это люди, которые являются мостом к Европе, потому что их ценности – открытость, прагматизм, толерантность – это и есть ценности Евросоюза. А теперь давайте поговорим о самом парадоксальном. Знаете, что делает националистическая идеология, которую продвигают «Свобода», «Фарион» и даже отчасти европейская солидарность Порошенко? Она не просто мешает евроинтеграции, она толкает русскоговорящих украинцев не к Европе, а пытается вытолкнуть их в Россию. Как так получается, когда русскоговорящих называют неправильными украинцами, когда их язык объявляют вражеским, когда их заставляют чувствовать себя чужими в собственной стране? Что происходит? Они начинают отворачиваться от своих сограждан укроэтно-нациоцентристов. Не потому, что они не хотят жить в Украине, а потому что националисты создают ощущение, будто Украина – это только для украиноязычных, только для тех, кто подходит под их шаблон. И вот тут опасность. Если русскоговорящий харьковчанин или одессит чувствует, что в Украине его не принимают, он может начать
стремится в Европу. Из чувства отверженности. Это катастрофа. Узколобые националисты своими действиями фактически играют на руку тем, кто хочет вернуть Украину в орбиту Москвы. Они своими руками разрушают единство, которое нам так нужно для европейского пути. И что еще хуже, они игнорируют историческую идентичность русскоговорящих. Вместо того, чтобы признать их связь с Великой Болгарией, с европейской христианской традицией, националисты лепят на них ярлык русифицированных. Это не только несправедливо, но и опасно. Если мы не дадим русскоговорящим украинцам гордиться своей уникальной историей, мы рискуем потерять их поддержку в борьбе за европейское будущее Украины. Вернемся к европейской солидарности. Почему я называю их позицию парадоксальной? Потому что они говорят одно, а делают другое. Их название кричит: «Мы за Европу». Но их лозунг «Армия, мова, вера», армия, язык, вера – это не про Европу. Это про закрытость, про разделение, про навязывание одной идентичности всем. Спросите себя, разве Европа заставляет всех говорить на одном языке? Разве она требует от граждан одной веры? Нет. Европа – это про свободу выбора. А когда партия, называющая себя европейской, продвигает законы, которые ограничивают права русскоговорящих или других меньшинств, это не приближает нас к Брюсселю. Это отдаляет. И знаете, что еще? Эта риторика вредит нам на международной арене. Когда Венгрия блокирует наши переговоры с НАТО или ЕС из-за языковых споров, это не просто их придирки. Это сигнал, что Украина не выполняет домашнюю работу. Мы не можем идти в Европу и при этом игнорировать права своих граждан, включая тех, кто гордится своей связью с Великой Болгарией или другими историческими корнями. Что же нам делать? Я, как юрист, верю в закон и справедливость. И я верю, что Украина может стать европейской страной. Но для этого нам нужно одно – отказ от националистических барьеров и строительство инклюзивного государства. Мы должны признать, что языковое и культурное разнообразие – это не угроза, а сила. Русскоговорящие, венгры, румыны, все, кто видит себя частью великой истории нашей земли, они часть Украины. И все они должны чувствовать себя дома. Нам нужны реформы, борьба с коррупцией, независимые суды, сильная экономика. Но главное, нам нужно единство. Не через принуждение, а через уважение. Политики, которые хотят в Европу, должны забыть про лозунги вроде «Армия, мова, вира» или радикальные призывы Фарион. Они должны говорить «Свобода, равенство, будущее». И они должны признать историческое богатство нашей нации, включая наследие Великой Болгарии
которая объединяет нас с Европой, а не с Москвой. Друзья, евроинтеграция – это не просто мечта. Это наш шанс построить Украину, где каждый русскоговорящий, украиноязычный, потомок Великой Болгарии или Руси будет чувствовать себя дома. Я верю, что мы можем это сделать. Но для этого нам нужно сказать «нет» национализму, «нет» расколу, «нет» тем, кто делит нас на своих и чужих. Я, Валерий Табаков, призываю вас. Давайте поддерживать тех, кто идет к Европе с открытым сердцем, чистыми руками и высоко поднятой головой. Поделитесь этим видео, если вы согласны, что будущее Украины в инклюзивности. Напишите в комментариях, что вы думаете о евроинтеграции и как мы можем вернуть единство украинской нации. И давайте вместе строить европейскую Украину. До встречи!